Всем привет, меня зовут Вова. Я сейчас записываю плейлист о том, какие способы легализации есть в Испании. В этом видео я хочу вам рассказать о том, наверное, о главном, что можно получить. Это шенгенская виза, чтобы здесь остаться по оседлости, получить следующий вариант визы уже на территории Испании или другого государства ЕС. А я расскажу о своем опыте, да, как я получал шенгенскую визу, расскажу, как это происходило, оставлю контакты агента, который вам может помочь в описании, да, под видео, его телеграм. Там я уже в Испании живу 2 месяца, у меня путь легализации – это международная защита, об этом я записывал уже несколько видео и запишу большой ролик, как это получать, но сейчас я вам расскажу про шенгенскую визу. Но хочу подметить, что я не профессионал и не визовый консультант, ничего, я просто вот делюсь опытом, рассказываю, что я знаю, возможно, вам это будет полезно. Если да, там подписывайтесь на канал, ставьте комментарии. У меня еще есть видео с поездками. И прежде чем подойти к документам, надо, наверное, пройти по ключевым вариантам. Это сроки подачи. Я подавал за 6 месяцев до въезда в Испанию. То есть я подал в ноябре, наверное, да, а въезд у меня был в феврале. Вы можете подавать за 6 месяцев до поездки. Но и тянуть нельзя, да, то есть там за 2 недели можно подавать визу, но я такого не рекомендую, хотя бы за 2 месяца или лучше за 3, потому что мне Испания выдала визу за 7 дней рабочих, но может что-то пойти не по плану, и вы можете ее ждать 40 дней, а у вас поездка, билеты сгорят или брони, поэтому лучше подавайтесь за максимальный срок, который вам возможен. Обычно первые визы дают на запрошенный срок, да, это там может 3 дня, 7 дней, 2 недели, месяц, но я получил визу на 15 дней с окном в месяц, то есть я в течение месяца могу пробыть на территории Испании 15 дней. Это однократная виза, не мульти. Вот. Но у меня был пустой паспорт, который я получил месяц назад. Если вы уже были в странах Евросоюза, вам может повезти, вам могут дать там визу на 3 месяца, могут мульти Шенген дать, еще какие-то варианты. Хотя, кажется, из-за санкций сейчас дают намного меньше, и мультивизы вроде вообще не дают. Но, может быть, что-то поменяется, и вы получите визу на более долгий срок. Также зацеплю пункт про международную защиту. Получение Шенгена позволит вам запросить, то есть въехать легально на территорию Испании и запросить здесь международную защиту. Сделать это можно в аэропорту. У меня получилось сделать с визой и в аэропорту, но у меня был продуманный второй вариант. Если вдруг меня выпустят в город, я буду подаваться через полицейский участок. Вы ловите сито, приходите туда, у вас берут интервью. В данном случае срок визы не критичен. То есть вам его там дали на 3 дня, вы прилетаете и запрашиваете защиту. Это не проблема. Также Шенген можно получить на территории, на каких? Кыргызстан, Армения, наверное, еще какие-нибудь страны есть, где вы можете это сделать. В России я подавался через визовый центр БЛС. У них есть сайт, он немного лагает, но вы можете там получить запись. Для Испании там нужна видеоверификация, хотя, возможно, что-то поменялось за этот срок. Я оставлю ссылку на сайт в комментарии, в описании. Думаю, вам поможет. Там можно найти актуальный список документов, если что-то поменяли. Теперь перейдем к самому главному. Это список документов, которые необходимы для получения шенгенской визы. Первое, что вам нужно, это записаться на прием в БЛС. Это делается на сайте БЛС. Заполняется стандартная анкета. Сайт на русском, испанском и английском языке. Желательно записываться заранее, но я, например, сам сначала подготовил документы, а потом записался. Да, у меня там оставался небольшой пакет документов, потому что сроки у документов в районе 30 месяцев, но я поймал ситу условно на следующий день. У меня уже было. Просто я подавал через визового агента, и он не был готов на следующий день сразу. Да и я сам не был готов, потому что оформлял визу во время процедуры банкротства. Мне не было готово письмо от спонсора, потому что я не мог предоставить свои документы о содержании своего счета, потому что только недавно закончил банкротство, и у меня не было денег. Нужна справка с работы. Обычно, если вы работаете в какой-нибудь компании, ее готовят там за неделю, за 2, за 3 дня, там с печатью, с должностью, со всем. Вам могут там, например, сумму вашего заработка написать другую, так как эти документы никуда не уходят. Так как я не работал официально, я сделал себе электронную выписку с госуслуг, с работой, типа я работаю. Мне сделали справку с работы. Эти все документы, я думаю, покупаются, или вдруг у вас есть знакомый ИПшник, который сможет вам с этим помочь.
Можете попробовать позвонить в некоторые агентства по недвижимости, вдруг вам помогут, или вдруг у вас есть какой-то знакомый риэлтор, с которым вы общаетесь, думаю, он сможет чем-то помочь и подсказать. Если вы самозанятый, вам нужно тоже справку о том, что вы самозанятый, плюс у вас справка там о доходах будет. Также вам нужны финансовые доказательства. Мне подошла виза вот с кредитной карты моего друга, который мне ее предоставил. У вас должны быть расходы 108 евро в день на одного человека, то есть на срок поездки. Нужна выписка с остатком по счету, подходит кредитная карта, и выписка о движении средств за 3 месяца. Обычно, насколько я знаю, принимают и Тинькофф с немокрой печатью, но нужно как бы печатать ее цветной. Но лучше заказать, вам ее привезут на следующий день с документами. А лайфхак, да, чтобы по остатку, по счету у вас в последние дни не зачислялось много денег, вы просто деньги закиньте на вклад. Там не будет отображаться, когда пополнилась вклад, выписка по вкладу, и на нем есть сумма. Этого будет достаточно. Насколько я понял, в Москве принимают как бы и вот с распечатками, но в Питере просят оригиналы. Хотя в Питере тоже такое прокатывало. Ребята, вот в чате я гуглил виза там Санкт-Петербург, Испания, и вот ребята писали, что у них тоже такое принимают, но просят, конечно, с бумажной. Медицинская страховка у меня была от Альфа-страхования на год. Наверное, она у меня еще есть. Если вы оформляете ее сами, вы сможете ее вернуть за неиспользованный период. Но мне ее сделал визовый агент. То есть у меня визовому агенту я отдал 10 тысяч. Сейчас, насколько я знаю, это стало дороже, там в районе 15 тысяч рублей. И консульский сбор у меня был 10. Но мне обязательно нужно было получить визу. Я не хотел рисковать, это был мой первый опыт. Я не знал, как делать. Но, вероятнее всего, во второй раз я бы уже не воспользовался услугами визового агента. Это на визу. Она также заполняется на сайте БЛС. Ее нужно будет распечатать. Но мне ее делал визовый агент. Как ее заполнять, я не знаю. Насколько, как он мне сказал, то, что я могу вот записаться на визу, как я хочу, потому что электронная бумажка, им все равно, и он мне уже подготовил готовые документы, которые нужны. Но я не думаю, что это сложно. Вы ее заполняете на сайте корректно и распечатываете и приносите в БЛС. Если будет ошибка в анкете, насколько я знаю, есть сбор, он в районе 1500 рублей за переоформление этой анкеты. Также вам нужны авиабилеты. Мне их сделал визовый агент. Они не существовали, насколько я понял. Но если у вас реально поездка в определенные даты, и вы точно понимаете, что вы туда едете, а вам нужны обратный билет туда и обратно, да, с багажом, не с багажом, вы можете сделать их возвратные. Я так делал, мне нужен был возвратный билет. Я делал это через авиасейлс, оплатил там 1000-1200, и мне вернули 90% стоимости билета, когда я уже сел в самолет, как бы лететь в Испанию. Из самолета меня не выбросят, поэтому я сделал так. Бронь отелей. У меня был букинг, визовый агент мне также ее сделал. Ничего за это деньги не платил. Эти бронь фальшивые, насколько я понял. Но я также оплачивал бронь через RRNB. Но у меня была зарубежная карта, чтобы я мог это оплатить. У меня тоже была липовая бронь в отель. Я просто сделала скриншот. Угу. И все. И то есть меня приняли, то есть меня даже спросили, я дала свою липовую бронь, и нормально меня посадили на самолет. Плюс еще вариант. Насколько я знаю, через Яндекс.Путешествия есть ряд отелей, у которых можно типа предоплату внести, там 150 рублей, и у вас бронь. Вы эту бронь просто скачиваете, можете там изменить это название, там предоплату на оплачено, например, и все. Типа, ребята, многие просто делают скриншоты броней и все, и распечатывают, то есть их пропускают. Так, если вы безработные, да, работаете неофициально, также вам подойдут все связи с Россией. То есть вы должны понимать, что визовый агент должен быть удостоверен в том, что вы вернетесь обратно. Это может быть выписка о том, что у вас есть недвижимость в собственности, о том, что у вас есть дети, которые останутся в России, о том, что вы в браке, у вас муж останется там в России. Короче, любые другие доказательства о том, что вы вернетесь обратно. Согласие на обработку персональных данных, обычно вы их возьмете в офисе БЛС и там подпишите, обычно нужно 3 экземпляра. Все эти документы нужно вам сделать копии, страховки и так далее, все в цвете. Короче, просто сделайте копии всего, они вам пригодятся в любом случае. И, конечно же, оригиналы всех документов.
Ну, условно, вам не нужны копии, там, справки, выписки о денежных средствах. Плюс я отдавал сразу 2 паспорта. То есть у меня был загранник 5-летний, 10-летний, я отдал сразу 2. Плюс можно доложить к пакету документов сопроводительное письмо для консула, чтобы вы рассказали, а почему вы приезжаете, что вам интересно, какой у вас путь, чтобы он вам помог с одобрением. Оплата госпошлины — это 9500 для россиян и для белорусов, там 50%, на 50% дешевле. Частые вопросы, которые там мне писали в комментариях. Если это первая, дадут ли визу? Ну, у всех когда-то бывает виза первая. Конечно, вам ее дадут. Скорее всего, это будет короткий период в рамках поездки. Могут ее и не дать. Ну, типа, тут не угадаешь, как повезет. Ну, я не вижу вариантов отказа, если у вас хороший пакет документов. Можно ли подать на визу повторно, если вдруг вам отказали? Да, во-первых, вы можете подать на апелляцию. Через какой-то там период, вроде бы через 2 месяца, вы можете податься еще раз. Вам главное понять причину, почему вам отказали во въезде, да, в выдаче визы, и исправить эту причину. Типа, что случилось? У вас дохода недостаточно, брони, или что, в чем проблема? Можно ли без справки с работы? Ну, да, наверное. Справка о самозанятости как вариант. Что еще? Какие-то есть твердые связи с Россией, плюс вы можете все равно рассчитывать на то, что вам эту справку нарисуют. Попросите друзей это сделать, попросите с вашего работодателя это сделать. Если я не ошибаюсь, во Францию документы проще. Вот я знаю про Испанию, потому что сам это проходил, но пакет документов для Франции намного проще. Вы можете написать визовому агенту, проконсультироваться, он вам все подскажет, расскажет. Мне дали в пустой паспорт, который я получил месяц назад. Думаю, вам тоже все дадут. Но если вдруг вы всегда можете доложить свой кейс с сопроводительным письмом, описать консулу, почему вы хотите приехать в Испанию, да, что вам нужно. Ну, конечно, если вы приехали сюда остаться здесь там нелегально, да, по оседлости или запросить международную защиту, об этом, конечно же, нельзя писать. Но если вы реально приехали сюда как турист, то просто напишите, для чего вы сюда едете, какой у вас путь, вы хотите что посмотреть, где вы будете останавливаться, положите там брони, обратите его внимание, заставьте его прочувствовать, почему вам важна культура Испании, почему вы хотите в ней побывать. В завершение, шенгенская виза — это не сложная, достаточно просто. Я очень нервничал, когда получал, но многие ребята, вот с которыми я здесь, они русскоязычные, тоже из России, получали эти визы. Практически все делали без визового агента, один я решил платить через это. Но я решил, что я не хочу рисковать, и у меня нет времени с этим разбираться. Но они были готовы, и получить отказ, и все. Это нелегко. Это несложно. Просто надо типа изучить процесс и надеюсь, это видео вам с этим поможет. Вот на этом все. Если есть какие-то вопросы, вы пишите в комментариях. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я очень благодарен, что вы досмотрели это видео до конца. Я хочу выйти на монетизацию за 4 месяца. Надеюсь, у меня удастся это сделать. Вот, все, пока-пока.